Меня зовут Нина, и я вам хочу рассказать, что я видела, когда жила в Чихачево. У меня была онкология, и я приехала в Чихачево к батюшке Аникию. Я была в тяжелом состоянии и ходила уже с трудом, но по его молитвам живу 12-й год, без операции. На моих глазах было много исцелений от СПИДа, онкологии, цирроза печени, много зависимых людей, которым батюшка помогает. На моих глазах много бездетных пар родили детей. Батюшке даны Богом многие дары. Он читает бесовские хартии каждого человека и снимает грехи. Он может сказать, жив человек или нет, где находится умерший, в аду или в раю. Вот при мне приехала одна женщина с фотографией единственного сына. Его привезли из армии в цинковом гробу и сказали, что повесился. Она говорила мне, не мог он повеситься у нас, потому что верующая семья. Она пошла к батюшке, а батюшка ей сказал, убери фотографию. По фотографии работают только колдуны, мне скажи только имя. И батюшка утешил ее, сказал, отпевай, он мученик, его убили, а потом повесили. Другой мужчина приехал, который искал сына и не знал, жив или нет. Он искал через телевидение, через милицию, расклеил фотографии сына. Сказал, жив в секте. Со мной поделилась одна сестра, которая видела батюшку во время литургии, что у него вместо головы был огненный шар. Вот какой силы у него молитва. А матушка Арсения, ныне усопшая, пела на клиросе вместе с батюшкой, служила. И увидела красивую женскую ручку, и что женщина вошла в алтарь. Она переживала всю оставшуюся службу, как эта женщина вошла в алтарь и не выходит. А после службы батюшка сказал в проповеди, «Сегодня нас посетила Царица Небесная». Я вспоминаю, что когда я приехала, батюшка неоднократно говорил после службы на проповеди, «Сегодня нас посетила Царица Небесная». И, по-моему, даже говорил, что Господь. А я думала, что это значит, я это не понимала. Однажды я пришла к батюшке за благословением на операцию по удалению груди своей тети. А он спрашивает, почему в пятницу? И тут только до меня доходит, что Страстная Пятница. Господь висит на кресте. Батюшка встал на молитву, помолился, и операцию перенесли на понедельник, сделали удачно. Но по его молитве в пятницу были отменены все операции в областной больнице. Батюшка в проповеди говорил, раньше на Руси не было ни одного некрещенного, ни одного невенчанного брака. Завтра умирать, а сегодня венчайтесь, узаконьте детей. Я была свидетелем 2 исцелений, связанных с венчанием. Молодой человек носил пластмассовую емкость, с которой стекала моча. Родители были в разводе 20 лет. Батюшка велел венчаться родителям. После венчания ночной литургии с причастием у молодого человека заработали почки. А другой случай был. Мне позвонил из Архангельска и попросили, чтобы я сходила к батюшке и попросила его святых молитв. Ребенку 6 месяцев, он задыхается, врачи не могут поставить диагноз. На завтра назначена операция. Батюшка тут же встал на молитву и сказал, чтобы не делать операцию, ребенок не выживет, зарежут. И чтобы родители немедленно обвенчались. Ребенок жив, здоров, родители обвенчались. Когда я жила в обители, я видела, как батюшку уничтожают. В 9 году батюшка умер в алтаре во время литургии. Наступила тишина. Господь вернул батюшку на землю. Батюшка вышел на короткое время из храма, а затем вернулся и продолжил литургию. Раньше вокруг батюшки стояла толпа. И однажды вдруг эта толпа стала сжиматься. Охранники сделали коридор, и батюшка чуть успел проскочить. Его хотели раздавить колдуны. После этого сделали железный турникет, и люди подходили по одному. При мне батюшка умирал, терял зрение и память неоднократно. Его хотели увезти из обители, должны были приехать из епархии.
А Москва начала волноваться за батюшку и не приехали. В 15 году его должен был застрелить паломник. Я была свидетелем, как его уничтожали приближенные к нему. Его однажды привезли на службу, он не мог даже говорить, он прощался с нами. Я только расслышала: «Помните, что вы русские и православные», и ушел. Весь храм положил за здоровую батюшку 3 земных поклона, и батюшка выжил. Одна паломница с Украины съездила там к схимнику, прося за батюшку молитв. И он сказал, что в келью батюшки сидит колдунья. Она врач и ставит батюшке не те уколы, уничтожая его. Когда батюшка был в тяжелом состоянии, она вывозила его в больницу. Где он был, никто не знает. Только привезла она его в еще худшем состоянии. Батюшка пытался несколько раз ее выгнать, но не смог. Не уходит, и он смирился, ведь он же схимник. У батюшки в тяжелой форме сахарный диабет, отняли ногу. А эта врачиха выбрасывала корзинки с едой для батюшки и требовала только картошки, которая ему противопоказана. И при таком тяжелом заболевании и таких нападениях батюшка работает на износ, принимает народ, молится и помогает людям. Он мученик. Уже при жизни мироточат его фотографии и календарики. Господь показывает своего избранника. Такого еще не было, что при жизни мироточили фотографии. Батюшку продолжают уничтожать. Заводят на него уголовное дело, якобы батюшка силой удерживает людей. Батюшка и мне говорил, и многим людям, что место в Чихачево ограничено, он не может принять всех нуждающихся. Поэтому, как только человеку стало легче, он говорил: «Приезжай наездами, другие люди тоже нуждаются в исцелении», и отправлял домой. Батюшка после литургии каждые выходные праздники пел. И пел весь храм много лет патриарху Кириллу, митрополиту Иосифу и епископу Илариону. Я не слышала, чтоб хоть один священник пел много лет каждые выходные. И просил молитв за них, говоря: «Тяжесть последнего времени легла на плечи священства. Прошу ваших молитв за священство». Глаз Божий и глаз народа, его не обмануть. Он едет, и едет к батюшке за утешением, за исцелением, за разрешение трудных вопросов. Снятые фильмы против батюшки не помогают. Господь сказал: «Много волков в овечьей шкуре войдут в храмы. По плодам их узнайте их. Смерть грешника люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Всем придется предстать пред Господом и дать ответ. Здесь мы гости и короткое время, там вечность». Обращаясь ко всем православным, и к чадам батюшки, и к монахам, особенно к монахам горы Афон. Это для вас батюшка построил храм на частной собственности, которую у него пытаются забрать. Ведь во всех храмах сядет антихрист, а здесь нет. Здесь будет литургия до второго пришествия Господа. Прошу поддержать батюшку молитвой. Прошу всех православных в 2 часа ночи делать за схерхимандрита Аники 4 земных поклона со словами: «Господи, исцели схерхимандрита Аники и продли жизнь ради нашего покаяния и разруши все козни вражьи. Аминь, аминь, аминь. Простите меня грешную».